Всем привет! Вы на канале Вкусно дома и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня я хочу вам предложить рецепт очень вкусного чизкейка, который абсолютно не требует выпекания. Лично я люблю такие рецепты, потому что готовить его совсем не сложно, а получается он очень нежным и интересным. Итак, что нам для него понадобится? 150 граммов печенья, 60 граммов сливочного масла, 200 граммов сгущенного молока, 100 миллилитров воды, 200 граммов творога, 200 граммов творожного сыра, агар-агар, чайная ложка без горочки и 3 столовые ложки сахара. И прежде чем мы начнем приготовление самого чизкейка, первое в этом рецепте, что нужно сделать, это замочить агар-агар водой и оставить его набухать на полчаса. Выливаем воду и высыпаем агар-агар. Немного размешаем, чтобы он равномерно разошелся. Сразу делаем это в посуде, которую можно нагревать на плите. Оставляем его при комнатной температуре и теперь приступаем к приготовлению коржа, который будет у нас состоять из печенья и сливочного масла. Печенье нужно измельчить в довольно мелкую крошку, в этом нам поможет блендер. Можно, конечно, это сделать вручную, скалкой, например, в целлофановом пакете. Для удобства поломаем его на несколько мелких частей и лишь затем размельчим блендером. Я использую юбилейное печенье, традиционное, но можно использовать любое, какое вам нравится, песочное печенье. 2 ложки готовой крошки из печенья я отложу и оставлю для украшения чизкейка. Теперь нужно растопить сливочное масло. Можно это сделать на плите, но я обычно это делаю в микроволновой печи. Полминуты и наше масло готово. Теперь добавляем его в крошку и тщательно размешиваем до получения однородной массы. В результате наша крошка должна стать вот такой мягкой, влажной, и масса должна хорошо при надавливании утрамбовываться. Для этого чизкейка я возьму разъемную форму диаметром 18 см, и теперь нам нужно покрыть дно этой формы пекарской бумагой. Обычно такие формы имеют углубление на дне. Чтобы нам не прорвать бумагу, когда мы будем утрамбовывать печенье, можно это дно перевернуть и таким образом установить форму. Теперь форма становится гладкой, без выемки. Теперь бумага плотно прилегает к дну и можно спокойно выкладывать крошку. Нашу массу нужно равномерно распределить, прижать ложкой, а еще лучше это сделать стаканом. На этом наша основа для чизкейка готова. Этот корж теперь нужно поместить в морозильную камеру на 10-15 минут, чтобы он хорошо застыл. Ну что ж, а мы тем временем займемся приготовлением творожно-сырной массы для чизкейка. И для начала творог нужно взбить в блендере до пюреобразного состояния. Комочков не должно остаться. Кстати, творог я использую 5%. Он не слишком сухой, но и не слишком влажный. Вот такая гладкая однородная масса у нас получается. И теперь сюда добавляем сгущенное молоко и еще раз все тщательно взбиваем. Дальше к этой массе добавляем творожный сыр и еще раз все тщательно промешиваем. Наша масса почти готова, но на этом этапе сейчас вернемся к агар-агару. Кстати, можно использовать желатин, его нужно в 2 раза больше, 2 чайные ложки. Но я предпочитаю агар-агар, потому что с ним любое изделие застывает быстрее и не тает при комнатной температуре, а в летнее время в жару это очень актуально. Итак, агар-агар кипятим 2-3 минуты. Сейчас к нему добавляем сахар и варим еще 1-2 минуты до полного растворения сахара. Дальше все нужно делать довольно быстро, так как агар-агар хорошо застывает. Горячий, но не кипящий сироп вливаем в творожную массу, не переставая взбивать. Сироп из сахара и агар-агара вводим медленно, тонкой струйкой. Все. И теперь выкладываем нашу получившуюся массу в форму, которую мы заранее подготовили. И тщательно ее разровняем, чтобы она была гладкой и ровной. Отправляем наш чизкейк в холодильник минимум на час, чтобы он хорошо застыл. У меня чизкейк простоял в холодильнике 2 часа, он полностью застыл, и теперь его можно доставать из формы. Но для начала нужно тонким ножом отделить его от стенок. Теперь раскрываем форму и аккуратно убираем бортики. Чтобы легче перенести чизкейк с бумаги на тарелку, можно использовать край стола. Для этого отодвигаем аккуратно чизкейк, опускаем вниз бумагу, и чизкейк плавно переходит на тарелку.
И финальный штрих. Осталось только украсить наш чизкейк. Сделать это можно по-разному, например, свежими ягодами или фруктами, тертым шоколадом. Но я хочу использовать то печенье, которое мы с вами оставляли в начале, и пару ягод. Вот такой простой рецепт, по которому получается очень вкусный, нежный и красивый чизкейк. Я надеюсь, вам понравилось. Оцените в комментариях, я буду ждать ваших оценок. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Также заходите в мои соцсети, все ссылочки будут в описании под этим видео. Ну а вам я желаю приятного чаепития и хорошего настроения. Пока!